В американском городке, где ничего не предвещало сенсации, рабочие начали сносить старый особняк. Дом долго стоял на продажу, потом его выкупили под реконструкцию, а во время демонтажа подвала один из строителей наткнулся на странный выступ в стене. Он подумал, что это просто закладная бетонная плита. Но, долбя ее кувалдой, внезапно раскрыл небольшую полость, из которой повалил запах старого машинного масла. Когда дыру расширили, из-под бетона показался кусок красного металла. Сначала подумали, что это старая печь, но потом кто-то узнал очертания переднего крыла Феррари. Выяснилось, что за стеной полностью замурован спортивный автомобиль Ferrari Dino, почти не пострадавший от времени. Он стоял в абсолютной темноте, словно в саркофаге, с неполным баком топлива и ключами в зажигании. Было проведено расследование. Оказалось, автомобиль числился угнанным с начала 70-х. Тогда владельцем был молодой врач, который купил Dino на последние деньги. Он проехал на нем всего несколько месяцев, после чего машину похитили. Никто не знал, что угонщики решили спрятать Ferrari прямо в подвале собственного дома. Владелец дома, по слухам, занимался нечистыми делами и машину спрятал, чтобы переждать, но по какой-то причине так и не извлек ее обратно. Автомобиль забрали эксперты. Несмотря на почти 50 лет в бетонной ловушке, Ferrari сохранился почти идеально. Восстановление заняло меньше года. Сегодня этот Dino — экспонат частной коллекции в Калифорнии, но самое странное даже не в том, как машина туда попала, а в том, что в бардачке нашли записку, явно оставленную кем-то позже, уже после угона, с подписью, которую никто не смог расшифровать. Казалось, это пик таинственности, но то, что обнаружили в глубинке Франции, повергло даже экспертов в настоящий шок. Во Франции, в маленьком городке близ Ла-Рошеля, скончалась пожилая женщина, за которой никто особо не ухаживал. Она жила уединенно и редко общалась с соседями. После ее смерти внук, приехавший уладить наследственные дела, получил ключи от старого сарая, в которые, по словам соседей, не заходили десятилетиями. Когда мужчина открыл двери, оттуда вывалилось столько мусора, что пришлось звать трактор. Битая мебель, коробки, сломанные игрушки, старые банки с краской — все лежало слоями почти до потолка. Но на третий день уборки внук заметил под брезентом нечто странное — округлую металлическую форму, явно не принадлежавшую мебели. Он откинул покрывало и обомлел. Под ним скрывался кузов автомобиля. Сначала он подумал, что это старая Peugeot или Citroën, но позвонивший эксперт, приехавший осмотреть находку, сразу же побледнел. Перед ним стоял Bugatti Type 57 SC Atlantic, автомобиль, который на аукционах оценивают в десятки миллионов долларов. Проверка ВИН-кодов подтвердила подлинность. Машина была одной из 4 произведенных в мире. Один из экземпляров считался навсегда утерянным после Второй мировой войны. И вот он стоял под слоями мусора, абсолютно забытый, но чудом сохранившийся. Как он туда попал и почему женщина никогда не говорила о нем? Возможно, ее муж был связан с черным рынком автомобилей. Или он спрятал машину от нацистов? Ответа нет. Но сейчас Bugatti отреставрирован и находится в частном музее. Его стоимость около 40 миллионов долларов. А теперь представь, ты находишь автомобиль, но не в сарае, а под землей, посреди современного города. Да, такое тоже случается. В центре Лос-Анджелеса началась стройка подземного паркинга для элитного жилого комплекса. Работа шла по плану, пока экскаватор не врезался в металлическую крышу подземной конструкции. Когда ее вскрыли, открылась массивная дверь, замаскированная и укрепленная, как у банковского хранилища. За ней оказался гараж, полностью отрезанный от мира. Внутри стоял Ford Mustang Fastback 60-х годов. Автомобиль был покрыт пылью, но удивительно хорошо сохранился. На водительском сидении лежала старая куртка, а в пепельнице — окурки давно несуществующей марки сигарет. По бокам гаража были установлены металлические стеллажи с канистрами бензина, запчастями и оружием. Полиция вскоре подтвердила, это был автомобиль, числящийся пропавшим вместе с владельцем еще в конце 60-х. Мужчина исчез при загадочных обстоятельствах, и дело закрыли как безнадежное. Никто не мог объяснить, как машина оказалась под землей, в месте, где тогда даже не было зданий. Судя по всему, гараж был построен намеренно. Возможно, владелец прятался от кого-то. Возможно, планировал побег. Может, он даже умер где-то поблизости. Одна деталь заставила экспертов задуматься. В багажнике лежала коробка с банковскими облигациями, которые на момент находки стоили миллионы. Но даже это блекнет на фоне следующей находки, сделанной на чердаке. Старое здание во Флориде, ранее служившее гостиницей в начале 20 века, выкупили под реконструкцию. Подрядчик решил сохранить часть исторического антуража и отправился на чердак в поисках мебели и декора. Но вместо ламп и ковров он нашел платформу, явно сделанную для того, чтобы выдержать вес. На ней стояла Duesenberg Model J, одна из самых дорогих и роскошных машин своего времени. Вокруг паутина, старая ткань и коробки с запчастями, но сам автомобиль был словно законсервирован. Позже выяснилось, хозяин гостиницы
в 30-е годы заказал эту машину специально для деловых визитов. Однако вскоре умер от болезни, а наследники здание забросили. Чердак закрыли, а о машине просто забыли. Спустя почти 100 лет она стояла там, словно капсула времени. Сейчас этот Дусенберг — жемчужина частной коллекции. Его не продавали, несмотря на предложение свыше 10 миллионов долларов. Считается, что машина приносит удачу владельцу. Но если вы думаете, что это максимум удивления, подождите, пока не узнаете про одну подземную находку в Европе. Там речь уже идет не об одной машине, а о настоящем парке на миллион. В Нидерландах группа наследников отправилась оценить старую усадьбу, доставшуюся от давно умершего родственника. Дом выглядел как типичный заброшенный особняк, там пыльный, с облупленными стенами, но возле подвала они нашли стальную дверь, спрятанную за шкафом. Она вела вниз на глубину более 20 футов. То, что они там увидели, поражает воображение. Просторный подземный ангар, заполненный элитными автомобилями. Там были Bentley, Rolls-Royce, Jaguar и даже один Bugatti. Всего более 30 машин. Все покрыты толстым слоем пыли, но почти в идеальном состоянии. Кто их туда поместил и зачем? Предполагается, что хозяин особняка был крупным дилером и тайно собирал автомобили, чтобы продать их позже. Но почему он никому не рассказал? И почему все бросил? Один из Rolls-Royce оказался редчайшей модификацией, собранной по спецзаказу для арабского принца. Автомобиль был уникален вплоть до эмблем на подголовниках. Сейчас он выставлен в музее ретро-автомобилей в Штутгарте. И это только начало. Следующая находка была сделана в обычном техасском сарае, но вызвала сенсацию во всем мире. Глубинка Техаса. Типичная ферма. Старая ограда, ветхий сарай, ржавый трактор. После смерти владельца, одинокого механика, участок перешел государству. Чиновники прибыли осмотреть территорию, и один из них заметил массивный замок на задних дверях сарая. Любопытство взяло верх. Когда двери открыли, глаза невольно полезли на лоб. Перед ними стояла целая коллекция гоночных автомобилей. В ряд под чехлами Shelby Cobra, несколько классических Corvette, Jaguar E-Type и даже один редкий Ford GT40. Все это было покрыто толстым слоем пыли и масла, но состояние машин почти идеальное. Документов в доме не нашли. Никто не знал, как скромный фермер собрал такую коллекцию. Позже выяснилось, он был бывшим механиком гоночной команды и всю жизнь выкупал поврежденные авто, которые никто не хотел восстанавливать. Он бережно их ремонтировал, но никогда никому не показывал. Говорят, соседи считали его чудаком. А теперь его сарай стал местом паломничества автолюбителей. Часть коллекции ушла с аукциона за миллионы долларов, остальное выставлено в местном музее. Но один автомобиль из той коллекции исчез до прибытия властей. Остался лишь отпечаток шин в пыли. Куда он делся и кто знал о нем заранее, никто не знает. Тем временем на далекой Аляске холод скрывал другую, куда более мрачную находку. Аляска, зима, минусовая температура, вечная мерзлота. Исследователи болотной зоны вблизи старой военной базы искали останки затонувшей техники времен Второй мировой войны. Внезапно их эхолоты засекли аномалию. Раскопки заняли несколько дней, но результат стоил того. Из-под мерзлого торфа показался силуэт армейского грузовика Dodge WC. Машина выглядела словно законсервированной. Кузов в отличном состоянии, двигатель цел, но внутри никого. Ни документов, ни личных вещей, только пыльный плащ, аккуратно сложенный на сиденье. По номеру удалось выяснить, что грузовик был частью военной колонны, которая исчезла в конце 40-х. Тогда говорили о снежной буре и лавине, но никаких следов не нашли. И вот он, одинокий призрак среди болот. Странно, но приборы показывали, что рядом с грузовиком ранее находились другие металлические объекты, которые кто-то успел извлечь прежде. В кабине был найден старый армейский жетон. Имя на нем не числилось в списках пропавших. А рядом записка. Он все знал. Он не должен был уходить. Подпись невозможно было прочитать. Если этот грузовик можно было считать затерянным артефактом, то следующая машина, найденная у заброшенной церкви во Франции, была настоящим посланием из прошлого. На юге Франции, в деревушке, где время словно застыло, возле полуразрушенной церкви пастух нашел старую машину, наполовину заросшую травой. Любопытство взяло верх, и он вызвал полицию. Оказалось, что это Citroën DS, символ французской инженерной мысли середины 20 века. Автомобиль стоял с открытым капотом, без одного колеса, как будто его бросили в спешке. Внутри ни документов, ни личных вещей, только в бардачке пожелтевшее письмо. Оно было написано от руки, красивым почерком. В нем говорилось: «Если ты это читаешь, я уже
далеко. Прости. К письму прилагалось обручальное кольцо с выгравированными инициалами. Местные жители вспомнили, что в 60-х один из жителей деревни исчез за день до своей свадьбы. Ходили слухи, что его невеста была связана с подпольными движениями. Тогда считали, что он погиб в реке. Но, судя по всему, он сбежал и оставил послание. Машину увезли в музей. Письмо теперь выставлено отдельно. И до сих пор никто не знает, куда он уехал и почему именно у церкви бросил свой Citroën. Тем временем, в другой части света песок скрывал настоящую жемчужину — автомобиль, который обожал сам Энцо Феррари. В Саудовской Аравии, в заброшенном элитном квартале, где когда-то жили принцы и нефтяные магнаты, местные подростки наткнулись на разрушенный особняк. Половина здания уже сравнялась с землей. В одном из гаражей под песком они увидели странную форму. Расчистив проход, они наткнулись на Lamborghini Miura, автомобиль, который называют одним из самых красивых в истории. Машина была почти цела. Песок проник в салон, лак выцвел, но детали и двигатель остались нетронутыми. Позже выяснилось, этот Miura принадлежал шейху, который внезапно исчез в 90-х. Его история окутана слухами. Кто-то говорит, он был жертвой дворцовых интриг, другие, что он инсценировал свою смерть, чтобы начать новую жизнь. Но что удивило больше всего, в багажнике автомобиля нашли сейф. Внутри документы, деньги и кулон с фотографией женщины. Лицо на фото тщательно вырезано. Lamborghini восстановили. Сейчас он участвует в выставках по всему миру. Но вопрос, почему такой редкий автомобиль оказался в забытом гараже и что случилось с его владельцем, так и остался без ответа. Следующая машина не менее легендарная. Но вот ее история начинается с мрачного запрета и странной тайны в одном частном доме в Калифорнии. Калифорния, район Сан-Фернандо. После смерти местного коллекционера автомобилей соседи ожидали увидеть аукцион и вынос машин из его просторного гаража. Но один Porsche 356 оставался нетронутым. Родственники категорически отказались продавать его, говоря, что так хотел сам Уолтер, бывший владелец. Этот Porsche стоял в углу, покрытый пыльной пленкой. Ходили слухи, что именно с этой машиной связано исчезновение младшего брата Уолтера. В 1956 году они поехали кататься, но вернулся только старший. Он сказал, что брат уехал автостопом, но соседи в это не поверили. После той ночи Porsche он больше не трогал. Не мыл, не вывозил, просто поставил в угол и закрыл на замок. В его доме нашли десятки писем, фотографий и газетные вырезки о пропавших людях. А в багажнике машины старую карту, на которой был обведен пустырь за городом. Расследование возобновили, но доказательств не нашли. Сегодня Porsche 356 находится в музее с табличкой «Никогда не трогать». Иронично, автомобиль, который был создан, чтобы дарить радость и свободу, превратился в символ мрачной тайны. А теперь отправимся за океан, к роскоши советской эпохи. Там, где все было сделано по блату, но никто не ожидал, что останется след в виде роскошной машины-призрака. Когда реставраторы начали восстанавливать один из бывших дворцов времен СССР в Крыму, они даже не подозревали, что найдут нечто, способное затмить любую музейную ценность. В одной из хозяйственных пристроек, скрытой за стеной из гипсокартона, строители нашли металлические ворота. Открыть их удалось только через неделю. Ржавчина сделала свое дело. За дверями тишина и полумрак. И посреди этого пустого помещения стояла машина. ГАЗ-21. «Волга», но необычная. В ней было все необычно. Салон с обитой красной кожей, вместо привычной передней панели, вставки из дерева, кондиционер, холодильник и даже встроенный мини-сейф. На табличке внутри значилось «Для личного пользования. Не подлежит продаже». «Волгу» построили по индивидуальному заказу. Для иностранного дипломата, скорее всего, из стран Ближнего Востока. Возможно, она использовалась в неофициальных визитах, о которых никто не должен был знать. Как она оказалась забыта? Предполагают, что после развала СССР многие помещения закрыли наспех, без инвентаризации. «Волгу» просто забыли. Или специально оставили. Внутри, в бардачке, нашли карту с пометками в Крыму, Турции и Иране. Ни одна из них не была обозначена официально. Автомобиль отправили в реставрацию. Сегодня он в частной коллекции, и никто не знает, кому именно он теперь принадлежит. Но иногда, чтобы найти забытое, не надо ехать за границу или копать под землей. Иногда тайны скрываются буквально под ногами, как случилось в одном нью-йоркском метро. Нью-Йорк. Станция метро на Манхэттене. Бригада проводит реновацию старого туннеля, пробивая стену из кирпича, чтобы расширить технический проход. И тут удар по стене отдается звоном. Кирпичи начинают сыпаться, и открывается проход, за которым кузов машины. В туннеле, отрезанном от остального мира, стоял Hudson Hornet. Автомобиль, прославившийся на гонках середины 20 века. Он был покрыт пылью, но удивительно цел. Рядом старинные ящики с инструментами, канистра с бензином и пачка газет за май 1951
1953 год. Как автомобиль оказался в метро, до сих пор нет точного ответа. По одной из версий, владелец, уличный гонщик, участвовавший в подпольных заездах по ночному Нью-Йорку, скрывался от полиции. Или, возможно, это был секретный путь для транспортировки контрабанды. Никаких документов внутри не было, только надпись на внутренней стороне двери: «Пока ты в движении, ты свободен». Hudson Hornet забрали на реставрацию. Сегодня он символ городской легенды, которую не смогли объяснить ни полицейские, ни историки. Но следующая находка буквально перевернула взгляд на одну из самых известных фигур 20 века — Джона Кеннеди. И началась она с простого амбара. Мужчина унаследовал ферму от дедушки, о котором почти ничего не знал. Дом был пуст, но в старом амбаре он нашел машину. Темно-синий Lincoln Continental, на котором явно не ездили десятки лет. У машины были дипломатические номера и кожаный салон, идеально сохраненный. В бардачке кожаный портфель с пленками и документами. На одной из них фото, где Кеннеди стоит у того самого Линкольн, окруженный людьми в костюмах. Документы в папке говорили, что машина принадлежала телохранителю президента. А рядом письмо, написанное вручную. В нем говорилось о неизвестных маршрутах, альтернативных точках эвакуации и секретной миссии в Далласе. Пленки оказались слишком повреждены, чтобы их восстановить полностью, но на одной просматривался номерной знак той самой машины, в которой был убит Кеннеди. Только вот номер не совпадал с официальными записями. Эта находка вызвала фурор среди историков. Автомобиль сейчас изучается в архивах, а о владельце амбара почти ничего не известно. Возможно, он был одним из невидимых людей, работавших на теневую сторону государства. Следующая история покажет: иногда богатство не прячут. Оно просто лежит прямо под твоими ногами и ждет своего часа. Швейцария. Уютный коттедж на склоне холма. После смерти хозяина его внуки решили провести благоустройство участка. Во время земляных работ трактор провалился в яму. Расчищая обвал, рабочие обнаружили люк. Под ним винтовая лестница, ведущая вниз, в обширный подвал. Там в абсолютной темноте стояли 20 ретро-автомобилей, идеально расставленных в ряд. Среди них Альфа Ромео Мили Милеа, Хиспано Суиза, Мерседес 30-х годов и несколько моделей, вообще не поддающихся идентификации. Каждая машина была покрыта пыльной пленкой. Рядом лежали комплекты ключей и инструменты. Все указывало на то, что за ними ухаживали. И совсем недавно. Оказалось, дед был коллекционером и тайно скупал автомобили через третьих лиц. Подвал он построил втайне от жены, друзей и даже детей. Только внукам он оставил ключ и карту. Машины не оценены до сих пор. Некоторые из них могут стоить десятки миллионов долларов. Но одна из машин была без номеров, без ключей и без истории. Просто стояла, как будто ждала, чтобы ее забрали. Финальная история поведает о настоящем сокровище, найденном в месте, где люди обычно ищут только золото и миражи. Пустыне Невада. Группа энтузиастов, занимающихся поиском заброшенных объектов, обследовала территорию старой базы времен Холодной войны. Вдалеке, среди песков, они заметили странную форму. Это оказался Такер 48, один из самых редких автомобилей в истории США. Всего их выпустили 51 экземпляр. Машина стояла в абсолютной тишине. Колеса наполовину ушли в песок, окна выбиты, но кузов почти без повреждений. Никаких номеров, никаких бумаг, только в бардачке ключ, старый, с гравировкой. И записка: «Если ты нашел это, ты готов. Сейф в банке Рина, ячейка 9. Команда обратилась в банк. Ячейка действительно существовала, но содержимое засекречено по запросу третьих лиц. Такер был вывезен на трейлере. Его владелец так и не объявился. Многие считают, что эта машина — часть старого заговора, связанного с закрытием компании Такер. Но это уже совсем другая история.